Прямо сейчас, в Сан-Франциско, в доме, где квартиры стоят по 3-4 миллиона долларов, живут топ-менеджеры Кремниевой долины. И прямо сейчас этот дом утопает. 58 этажей. Он называется Millennium Tower. С момента открытия он ушел в землю почти на полметра и накренился в сторону одного угла почти на 75 сантиметров. Это примерно как наклонить холодильник и не дать ему упасть. Пока вы смотрите это видео, под фундаментом здания вбивают новые сваи глубиной с 25-этажный дом до самой скальной породы. Спасательная операция стоит 100 миллионов долларов. Это не заброшка и не авария в прошлом. Это дом, в котором люди живут прямо сейчас, а инженеры пытаются удержать его в реальном времени. Но это не самый безумный случай в данном списке. Есть небоскреб, который построили наклонным нарочно, сильнее Пизанской башни в 4,5 раза. Есть здание, внутри которого висит стальной шар весом с 4 синих кита, чтобы все не рухнуло во время тайфуна. И есть дом, который построили на дне высохшего озера, и который пережил 3 разрушительных землетрясения без единой трещины, когда вокруг него рушился весь город. 7 мест, где инженеры сделали то, что на бумаге считалось невозможным. Начнем с самого старого и самого недооцененного из них. Первое здание в этом списке должно было утонуть в буквальном смысле слова, и по всем расчетам того времени это должно было произойти в первые же годы. Представьте, что вам нужно построить 44-этажный дом на куске желе. Именно так выглядела земля под центром Мехико в середине 20 века. Несколько веков назад на этом месте было озеро. Ацтеки постепенно его засыпали, но почва под городом так и осталась рыхлой, влажной, местами на 90% состоящей из воды. Строить здесь что-то выше 5 этажей в 1940-е годы считалось у инженеров почти самоубийством. И именно здесь, в 1956 году, открыли Тор Латиноамерикано. 182 метра, 44 этажа. Стоила башня по тем деньгам всего около 5 миллионов долларов. Сегодня, с поправкой на инфляцию, это в районе 60 миллионов, копейки по меркам небоскребов. Дешево, но не просто. Чтобы здание не утонуло в этом желе, под него забили 361 сваю, каждая уходит на 33 метра вниз, до плотного слоя грунта. А сверху лежит гигантская бетонная плита. Она работает так же, как снегоступ на снегу. Распределяет вес всего здания по мягкой почве, чтобы оно не продавило ее насквозь. Через несколько месяцев после открытия город тряхнуло землетрясением магнитудой почти 8 баллов. Башня выстояла без единой трещины. В 1985-м ее ударило еще сильнее. Землетрясение, которое почти стерло центр Мехико с лица земли, обрушило сотни зданий и убило тысячи людей. Тор Латиноамерикано осталась стоять целой, пока соседние кварталы превращались в руины. И это при том, что инженеры 50-х проводили расчеты вручную, без единого компьютера, без современных программ, наугад проверяя теорию на практике. Третий раз здание подверглось испытанию в 2017-м, и снова не трещины. И пока башня стоит идеально ровно, весь город вокруг нее медленно тонет. Та самая мягкая почва бывшего озера продолжает проседать под весом тысяч зданий, дорог и труб. И Мехико в некоторых районах опускается на десятки сантиметров за одно десятилетие. Соседние дома вокруг Тор Латиноамерикано буквально уходят вниз год за годом, а сама башня, спроектированная точечными сваями до твердого слоя, стоит на месте, как остров посреди медленно оседающего города. А теперь вернемся туда, откуда начали. Millennium Tower построили в 2009 году в самом дорогом районе Сан-Франциско. За 350 миллионов долларов здание сразу стало магнитом для миллионеров. Квартиры на верхних этажах уходили за несколько миллионов каждая. Но инженеры сэкономили там, где не стоило. Скальная порода под городом залегает на глубине около 80 метров, примерно как высота 25-этажного дома. Вместо того, чтобы вбить сваи до самой скалы, строители остановились раньше и положили фундамент просто на слои песка и глины, рассчитывая, что трения хватит, чтобы держать вес здания. Это как поставить огромный сейф на толстый матрас и надеяться, что он не просядет. Через несколько лет здание начало оседать быстрее, чем предсказывали расчеты. Причем неравномерно. Один угол тонул быстрее другого. Башня начала крениться сантиметр за сантиметром.
Потом счет пошел на десятки сантиметров. Жильцы на верхних этажах стали жаловаться, что двери перестали нормально закрываться, а по стенам одна за другой поползли трещины. Первую попытку исправить ситуацию сделали в 2016-м. Под здание закачали жидкий раствор, чтобы приподнять просевший угол. Стало только хуже. После закачки раствора здание начало наклоняться еще быстрее. Только после этого провала инженеры взялись за настоящее решение – 18 новых свай, каждая длиной с 25-этажный дом до самой скалы. Через них на прочную породу перевели вес, равный весу примерно 9000 легковых машин. Стоимость всей спасательной операции перевалила за $100 миллионов. Работы идут с 2020 года и почти закончены прямо сейчас, этим летом. Крен начал понемногу выправляться, хотя пока лишь на четверть от расчетного. Чтобы понять масштаб проблемы простыми словами, наклон здания уже сейчас такой, что если бы вы поставили шарик для пинг-понга на пол в квартире на верхнем этаже, он бы сам, без всякого толчка, укатился в угол комнаты за несколько секунд. И это не единичный случай. Жильцы годами присылали в суд именно такие видео с закатывающимися шариками, как доказательство того, что дом действительно кренится, а не кажется. Представьте, две гигантские башни, каждая наклонена в свою сторону, будто вот-вот рухнут друг на друга, и по плану они должны встретиться высоко в воздухе, стык в стык, с точностью до сантиметров. Одна ошибка в расчетах, и вместо смыкания получаются 1000 тонн стали, летящие вниз на стройку, где работают люди. Именно такую задачу поставили инженерам в Пекине. К 2007 году в городе уже стояли сотни обычных прямоугольных небоскребов. Китайскому телевидению нужен был не еще один такой же, а здание заявления, которое ни с чем не спутаешь. В итоге появился проект, который инженеры со всего мира в переписке между собой открыто называли невыполнимым. Высота у здания скромная, по меркам небоскребов – 234 метра. Проблема была не в высоте, а в форме. Представьте две башни, каждая наклонена в свою сторону, будто вот-вот упадет друг на друга, а потом изгибается под прямым углом наверху и внизу, и все это должно сомкнуться в воздухе в одну сплошную петлю, как гигантская квадратная скрепка. На высоте 37 этажа две половины соединяет мост длиной 75 метров, который просто висит в воздухе без единой опоры снизу. Это примерно длина футбольного поля, нависшая над землей на высоте 100 метров. Обычный каркас с вертикальными колоннами тут был бы бесполезен. Нагрузка в такой форме бежит совсем не так, как в прямом доме. Инженеры компании Arup обернули все здание снаружи стальной сеткой из диагональных балок, как корсет, который берет нагрузку на себя вместо колонн внутри. Причем сетка неравномерная. Там, где напряжение выше, линии расположены гуще, а где нагрузка меньше, реже. По сути, вы буквально видите карту стресса здания прямо на его фасаде. Строили две башни отдельно, каждую приходилось временно укреплять. Поодиночке они были неустойчивы. Свели их вместе только в конце декабря 2007 года. Итоговая стоимость здания превысила $900 миллионов. Это почти в 20 раз дороже, чем стоил бы обычный прямоугольный небоскреб такой же площади. Но пекинцы получили здание, которое сразу прозвали «большими штанами» и которое в 2013 году забрало главную мировую премию за лучший небоскреб года. Есть и мрачная страница в этой истории. В ночь на 2009 год, во время новогоднего фейерверка, соседнее здание того же комплекса, гостиница для гостей телеканала, полностью сгорело от неосторожно запущенных петард. Погиб пожарный. Саму же башню-петлю пожар не задел. Но именно после этого случая власти на годы запретили запускать салюты в центре Пекина, а история дважды облетела мировые новости. Сначала как рассказ о невозможной инженерии, потом как история о пожаре у самого смелого здания города. Бурдж-Халифа, 828 метров, самое высокое здание на планете. Для сравнения, это как поставить друг на друга 2,5 Эйфелевы башни. И установлено это здание не на скале, а фактически на пляже. Дубай построен на мягких песчаных и известняковых отложениях, которые тянутся на десятки метров вглубь. Ставить на такую почву здание весом 500 000 тонн – то же самое, что ставить холодильник на батут. Решение – 192 буровые сваи диаметром 1,5 метра, уходящие на 50 метров вниз.
и бетонная плита толщиной почти 4 метра сверху. На один только фундамент ушло 45 тысяч кубометров бетона. Этого хватило бы, чтобы заполнить 18 олимпийских бассейнов. И все это закопано в землю, где никто никогда этого не увидит. Но главный враг здесь был не под землей, а над ней – жара. Летом в Дубае плюс 50 градусов в тени. Бетон, залитый в такую жару, застывает слишком быстро и трескается изнутри, как непропеченный пирог. Решение оказалось почти смешным по простоте. Бетон замешивали со льдом вместо части воды и заливали только по ночам, когда температура падала. По сути, всю нижнюю часть самого высокого здания планеты залили в темноте с кубиками льда в растворе. Была и третья проблема. Подземная вода в Дубае соленая и агрессивная. Она разъедает арматуру изнутри бетона за несколько десятилетий. Сваи защитили специальной электрической системой, которая заставляет коррозию атаковать не стальной каркас здания, а специально принесенные в жертву металлические стержни рядом. Итоговая стоимость всего проекта превысила $1,5 миллиарда, и более половины денег ушло именно в невидимую часть здания под землей. Но грунт и жара оказались не единственной зыбкой почвой у этого проекта. Под самой стройкой пошатнулась еще и финансовая почва. Пока башню строили, разразился мировой финансовый кризис, и у Дубая едва не закончились деньги, чтобы вообще достроить и обслуживать проект. Город был на грани того, чтобы не расплатиться по долгам, ровно в тот момент, когда здание уже почти дотянулось до 800 метров. Спасло соседнее Абу-Даби, дав многомиллиардный заем в последний момент. В день открытия здания должны были назвать Бурдж-Дубай, но прямо на церемонии его переименовали в Бурдж-Халифа в честь правителя Абу-Даби, который эти деньги и дал. Инженеры справились с песком и жарой сами, а вот с тем, что здание чуть не осталось недостроенным навсегда, справился уже не расчет, а чужие деньги. Тайвань стоит прямо на стыке двух тектонических плит. Это одна из самых трясущихся точек планеты. Плюс сюда каждый год приходят тайфуны с ветром, который может раскачать любое высокое здание, как ветку дерева. Строить тут небоскреб высотой в 508 метров означало заранее признать: здание не просто должно выдержать один сильный удар, оно должно каждый день терпеть тряску и ветер и не уставать от этого годами. Решение инженеров – гигантский маятник внутри здания. Между 87 и 92 этажами висит стальной шар весом 660 тонн. Это тяжелее, чем 4 взрослых синих кита вместе взятых. Шар держит 92 толстых стальных троса, и он может качнуться в любую сторону почти на 1,5 метра, как гигантские качели под самой крышей небоскреба. На словах это работает до смешного просто. Когда ветер или землетрясение раскачивают здание в одну сторону, тяжелый шар из-за инерции чуть отстает и качается в противоположном ритме, забирая на себя часть энергии удара, вместо того, чтобы отдать ее вниз, в каркас здания и в ноги людей внутри. По расчетам, это снижает раскачивание здания почти на 40%. Самая громкая проверка случилась в 2015 -м. Во время тайфуна Судилор шар качнулся сильнее, чем когда-либо, и все равно удержал башню в безопасных пределах. Но это не значит, что вопрос закрыт навсегда. Каждый новый тайфун и каждое новое землетрясение – это заново открытый экзамен, который шар обязан сдать еще раз, и инженеры до сих пор круглосуточно следят за его показаниями. Итоговая стоимость здания – почти $2 миллиарда. Из них заметная доля ушла именно на эту одну деталь весом с 4 кита, которую сегодня специально приходят посмотреть туристы с обзорной площадки. При этом сам шар не просто украшение за стеклом. Ради него архитекторам пришлось вырезать в самом сердце небоскреба открытый на несколько этажей вверх колодец, то есть намеренно оставить внутри здания пустоту размером с многоэтажный дом. Там, где обычно у высоток находится самая плотная, самая дорогая по аренде часть конструкции. Инженеры пожертвовали ценными этажами ради безопасности и, как показал 2015 год, не прогадали. Когда строители пробурили первые тестовые скважины под будущие башни Петронас, они наткнулись на худшую новость перед стройкой века. Участок буквально стоял на краю подземного обрыва. Половина площадки – рыхлый размытый известняк, вроде мокрого печенья. Другая половина – плотная, надежная порода.
Строить башню-близнеца на границе двух таких разных грунтов означало гарантированный перекос уже в первые годы. Поэтому инженеры пошли на радикальный шаг. Весь строительный участок сдвинули на 61 метр в сторону, чтобы обе башни целиком встали на надежную половину. Но и это не сняло проблему до конца. Под каждую башню забурили больше сотни бетонных свай. Часть уходит на глубину до 120 метров. Это высота 40-этажного дома, только под землей. И на момент строительства это были самые глубокие фундаментные сваи в мире. Даже при такой точности башни садились в грунт не одинаково. Одна чуть быстрее другой. И инженерам приходилось буквально переливать больше бетона под ту, что оседала медленнее, чтобы к моменту стройки моста перехода на 41 этаже обе башни оказались вровень с точностью до миллиметра. Сам этот мост, кстати, не закреплен жестко в обеих башнях сразу. Часть его опоры подвижная, потому что даже готовые небоскребы продолжают едва заметно покачиваться под ветром, независимо друг от друга. Итоговая стоимость всего проекта больше $1,5 миллиарда. Строили башни две разные международные команды одновременно. Одну японские подрядчики, вторую южнокорейские. И по стройке негласно шло настоящее соревнование, кто закончит выше. Когда одна бригада предложила сделать свою башню чуть выше за счет шпиля, главный архитектор лично это запретил и настоял, чтобы обе башни остались одинаковой высоты вплоть до сантиметра. В Абу-Даби стоит башня, официально признанная книгой рекордов Гиннесса самым наклонным искусственным сооружением на планете. Угол наклона 18 градусов. Для сравнения, знаменитая Пизанская башня клонится всего на 3,9 градуса. Capitol Gate наклонен в 4,5 раза сильнее. Если бы вы попытались просто поставить обычный дом под таким углом, он бы рухнул за секунду. И тут ключевая разница. Пизанская башня накренилась случайно. Почва под ней неравномерно просела еще во время стройки в XII веке. Capitol Gate спроектировали наклонным нарочно, как архитектурное заявление. А значит, инженерам пришлось решать задачу наоборот. Не бороться со случайным креном, а создать его специально и удержать здание в этом положении навсегда, не дав ему опрокинуться. Под башней 490 свай, которые держат вес, распределенный совсем не так, как в обычном доме. Центр тяжести здания вынесен далеко за пределы его собственного основания. Примерно как если бы вы держали в руке тяжелую сумку не над собой, а сильно в стороне. Снаружи здание обернуто стальной сеткой-решеткой, которая берет на себя всю силу, стремящуюся завалить башню на бок. Но самый неожиданный трюк спрятан внутри. Центральную колонну здания, где лифты и лестницы изначально построили наклоненной в противоположную сторону от итогового крена. Пока сверху достраивали новые этажи, эта колонна постепенно выпрямлялась под собственным весом стройки. И только когда здание было полностью готово, она оказалась ровно в том положении, которое было заложено в чертежах с самого начала. Даже полы внутри выравнивали отдельно от стен, поэтому в коридорах кажется, что пол идет в горку, хотя на самом деле это стены уходят под углом. Построили все это за $231 миллион. Деньги, потраченные не на то, чтобы победить наклон, а на то, чтобы специально его создать. И в этом суть Capitol Gate, которая отличает его от всех прежних 6 объектов в этом списке. Там инженеры боролись с землей, которая пыталась завалить здание на бок. Здесь они 1,5 года боролись сами с собой, чтобы здание завалилось на бок ровно настолько, насколько было решено на бумаге. Ни сантиметром больше, ни сантиметром меньше. Сегодня вокруг Capitol Gate в Абу-Даби строят целые туристические маршруты. Люди специально приезжают, чтобы встать рядом с самой дерзкой ошибкой, которую когда-либо совершали намеренно. Странность в том, что ни один из этих небоскребов на самом деле не победил свою почву. Земля под Millennium Tower до сих пор давит на фундамент. Мехико вокруг Торре Латиноамерикано до сих пор проседает год за годом. Петронас до сих пор стоит на границе двух совершенно разных пород, просто чуть в стороне от того обрыва, который нашли первым. Инженеры не переспорили физику ни разу. Они просто договорились с ней на своих условиях, дорого и часто на грани. И вот что по-настоящему цепляет в этой теме. Почти в каждом городе на планете есть похожий кусок земли, которому не повезло с грунтом, и рано или поздно кто-то все равно решает: построим здесь. Иногда это заканчивается зданием на дне бывшего озера, которое переживает 3 землетрясения подряд, а иногда домом,
который приходится спасать сваями спустя 15 лет после новоселья. Millennium Tower еще не поставил точку в своей истории. Через пару лет у него, возможно, появится совсем другой финал. И тогда мы вернемся к этому зданию отдельно. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Поделитесь в комментариях, какой небоскреб впечатлил вас больше всего и чем именно. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать наши будущие ролики.